Изменяется Да. время, изменяется восприятие мира, начинает отключаться контроль неокортекса. Кого мы спасаем, маму или ребенка? Ну, показания пишутся, придумываются, да, как бы за деньги, да, к сожалению, за деньги, да. Из-за того, чтобы, не знаю, там выбрать красивую дату, из-за того, чтобы не испортить себе какие-то там эстетические моменты, да, потому что там у нас мужчин очень много эстетов на эту тему. Он такой высокий, такой красивый, у него такая борода, да, то есть они Такие начинают... дети будут Такие дети красивые, красивые да. будут, да. Коробочку открыли, оттуда малышочка вытащили, вот такого красивого розового с неконфигурированной головушкой. Еще такая есть история сейчас научная, да, что можно делать селекцию пола. Почему возможно и так часто практикуются естественные роды после кесарево сечения? Я child-free, я говорю, ты child-free? Это я child-free. Классный вопрос, такой как крамольный, конечно. Серафима, привет. Привет, Тань. Сколько душ ты привела своими руками в этот мир? Ну, я никогда не говорю, что я их привела, я говорю, что я их встречаю. Вот, но если честно, я сейчас не отвечу. Я считала сначала, потом сбилась, вот, со счета. Друзья, сегодня с нами акушерка, практикующая традиционный бережный подход к рождению, работающая в проекте «Мягкие роды», мама 3 детей и женщина, любящая роды. Да. Серафима Воробей. Сегодня я вот подготовила себе очень много вопросов. Я надеюсь, что мы успеем все обсудить, потому что мне много чего интересно. Так как я, наверное, не интересовалась этой темой уже 16 лет, да, с того момента, как родила и, можно сказать, забыла. Вот. И сейчас мне стало интересно пообщаться с тобой, поэтому сегодня у меня будет много вопросов. И я уверена, так как я знаю, насколько ты профессиональный в своей области специалист, что сегодня ты прям много классного, интересного нам расскажешь. Поехали. Да, и я надеюсь, что мы будем разговаривать не только как ну, с врачом с тобой, да, но и просто как с человеком, которому вообще глубоко интересна эта тема, и как вот с женщиной. Как ты вообще пришла в эту профессию, почему выбрала? Ты уже довольно-таки в каком-то зрелом возрасте приняла такое зрелое осознанное решение. Да, совершенно верно. Ну, среди моих коллег, которые пришли вот так вот в индивидуальное акушерство, индивидуальное сопровождение, это очень распространенная история. То есть большинство из нас приходили взрослыми в акушерство и приходили через опыт собственного рождения собственных детей, через свою историю материнства. Со мной тоже так случилось. То есть действительно, по первому образованию я почвовед, я закончила МГУ имени Ломоносова по специальности почвоведения. Там же я вышла замуж за своего однокурсника, и старшего ребенка, в общем-то, я родила практически после защиты диплома. Да? То есть старший ребенок мой был рожден не акушеркой, он был рожден выпускницей университета. И у меня интерес вообще к теме родов, к теме того, как вообще все это будет проходить, он у меня был достаточно острый и, наверное, даже глубже, чем у большинства, наверное, тех, с кем я общалась, да, вот, то есть там в нашем комьюнити не было, как бы женщины думали о том, какие купить, какую коляску купить, какие там одежки купить и максимум в какой роддом поехать. Мне было интересно как-то все это более детально, с учетом того, что я так маргинал от медицины, мне, в общем-то, я всегда сторонилась лечения, мне всегда было немножко тревожно по поводу того, что будет что-то такое сделано, какое-то лечение, какие-то ненужные вмешательства. Вот. Я для того, чтобы понимать, что действительно нужно, а что нет, я изучала всю эту информацию. Причем подошла с таким достаточно академическим рвением, изучала все, что можно, не по мамским форумам, которые как 17 лет кишили всякой ерундой, и сейчас, в общем-то, там все больше и больше множится откровенная дичь. Вот, я читала книги, читала тогда еще 17 лет назад, я прочла
книгу Мишеля Адена. Вот, все, кто близок к истории мягких родов, вообще к тематике такого мягкого рождения, все знают это имя, потому что Мишель Аден — это человек-легенда, который, в общем-то, изменил, видение, и взгляд на акушерство в сторону гуманизации, да. И, тогда, 17 лет назад, вот по этому интернету, который чуть ли там не с телефоном был, я нашла эти книги, я читала их, я готовилась. И, наверное, у меня даже была такая крамольная мысль, а не родить бы мне дома этого ребенка. Так мне не хотелось связываться с системой. Вот. Но мне тогда не на кого было опереться в этом вопросе, потому что дома рожавших я никого не знала. Муж мой, естественно, меня не поддержал в этом. И поэтому я поехала рожать в ближайший к своему дому роддом. Вот. И, скажем так, мои первые роды, они были по ОМС. Они были, ну, достаточно классические такие роды. Я не могу сказать, что что-то было плохо. То есть, у меня нет травматической истории первых родов, как у многих женщин, к сожалению. История первых родов бывает достаточно травмирующая. Вот. Я родила сына, родила неплохо. Но единственное, что меня не покидало на протяжении вот этого времени пребывания в роддоме, меня не покидало ощущение того, что, я не чувствую потребности в том, что здесь происходит. Мне хотелось совсем другого, да. И надо отдать должное, 25-й роддом 17 лет назад, О, я тоже там да, рожала. тоже там Да. рожала. Вот видишь, он, достаточно мягко относился к роженицам в плане того, что было темно. Вот в ночи, как и многие, я проживала свои схватки. Было темно, никто не мешал, никто не кричал, никто как-то там не ходил, не стучал ничем. Вот, и, в общем-то, соблюдалось, пока не взошло солнце и не стало слепить меня в лицо. Вот соблюдалось, в общем-то, даже темно, тепло и достаточно тихо. Вот, единственное, что, мне, наверное, не хватило тогда какой-то информации, и вот то, за что я до сих пор жалею, да, что я бы сделала по-другому. В какой-то момент я обнаружила себя засыпающей между схватками, а тогда в 25-м роддоме можно было гулять по коридору. Тань, наверное, если ты тоже там была, вот Мне не помнишь. хотелось. Не Нет. хотелось. Вот я гуляла, я ходила по коридору, и, между схватками я обнаружила себя в какой-то момент, что я, опёршись на стенку руками, просто дремлю. И меня это тогда напугало. Это сейчас я понимаю, что я просто, женщина 80-го уровня в плане умения рожать, потому что спать между схватками — это лучшее, что может женщина. Но тогда меня это напугало, и я подумала, что, боже мой, еще впереди часов 6 родов. Ну, кстати, так и было. И, я подумала, ну, наверное, я совсем без сил, раз я сплю между родами. Наверное, все совсем, тяжело и плохо, и через 6 часов у меня не останется, вообще никаких сил, мне рожать, там, тужиться. И я попросила обезболивания. Вот, в общем-то, меня обезболили. Ну, Эпидуралка. эпидуралка, да, эпидуральная анестезия была. Вот. Потом был, фееричный проход, с, палаты до общего родильного зала, кровать Рахманинова. Общий зал на 3 кровати. Справа и слева уже рожали женщины, моя была посередине. Вот я туда забиралась. И тоже из таких ярких воспоминаний мне очень хотелось потрогать голову ребенка, рождающегося ребенка, потому что я об этом, прочитала где-то, прочитала уже, не помню где, но какие-то совершенно восторженные воспоминания женщины, которая помнила прикосновение к голове своего рождающегося ребенка. То есть это в процессе ты как-то Да, хотела да, сделать? да, когда М. голова ребенка Боже мой, какие показывается. разные всех ощущения и желания во время, во время этого процесса. У меня такого вообще не было желания.
Вот у Да. меня оно было. То есть мне прям хотелось прикоснуться для того, чтобы, убедиться в том, что все вот на самом деле, то, что действительно голова идет, действительно, ну, процесс идет, и мне прям хотелось этого прикосновения. Но когда я потянулась, мою руку откинула, ну, я уже не знаю, кто это был, наверное, не акушерка, потому что акушерка стоит в этот момент, намытая, стерильная, вот так вот ручки держит вверх. Ну, возможно, что это был кто-то. Людей было вокруг много. Опять же, у рожающей женщины несколько тоннельное зрение, она не очень помнит обычно, что там прям в моменте в этот происходит. Вот на мою руку откинули со словами: "Куда лезешь? У меня тут стерильно". Я еще подумала: "В смысле у тебя тут стерильно? Вообще-то это у меня тут". Да, как бы, ну, наверное, это тоже отражает такой мой, подход к собственному телу и к процессам, которые в нем происходят. Поэтому то, что со мной происходило дальше, вот, в общем-то, сформировало дальнейшую мою жизнь. Вот, ну, родился мой ребенок, классный, большой, вот, и, выписавшись уже из роддома, вернувшись домой, у меня там была тоже какая-то долгая рефлексия. Сначала я была, естественно, на радости, вот, там я родила, так здорово. Потом я стала уже продумывать, происходящее, думать о том, что же было со мной не так, потому что меня не покидало ощущение, как будто бы что-то не случилось. То есть вот у меня было ожидание того, что я должна испытать какой-то очень интересный опыт, вот какую-то, наверное, сейчас я понимаю, что это ожидание внутренней трансформации. Ну, И что-то такое сакральное. Ты понимаешь, что это такое, да, да, то есть, ну, ты к этому идешь, наверное, вообще от девочки к девушке и к женщине, да, такой путь проходишь, и что-то ты должен в этом от все равно девочки к открыть, да. девушке, от девушки к женщине, от женщины к матери, да, дальше тоже наш путь, он продолжается, хоть современная культура нам диктует, что мы все должны быть 18-летними, да, но тем не менее это очень интересный путь, по которому, правда, интересно идти там. И действительно, это такая сакральный, инициирующий момент стать матерью. И да, матерью я стала, и ребенок-то у меня на руках, и, в общем-то, ничего такого, чтобы мне, ой, меня там в роддоме так пытали, ни в коем случае. Я как бы с благодарностью отношусь к тому своему опыту. Но вот ощущение, как будто бы у меня что-то было украдено, что-то я не прочувствовала до конца. Оно у меня осталось. И первые мои размышления по этому поводу были в сторону обезболивания, потому что тоже это известная такая А давай теория. сейчас просто поподробнее. Я думаю, Мгм, может, не все знают, там, может, у нас даже молоденькие девочки смотрят. Вот, что такое, обезболивание, какое оно мгм, бывает, что такое именно эпидуральная мгм, анестезия. И, вот как раз таки, наверное, вот щас затронули эту тему, мы с тобой еще углубимся немножко сюда. Мне мгм. интересно. Хорошо. Да. По поводу обезболивания. Ну, в настоящий момент золотым стандартом акушерства по всему миру является эпидуральная анестезия, она же анальгезия, там может быть различия, говорят, там спинальная, эпидуральная. В общем-то, по сути, это имеет смысл, эти термины, только для анестезиолога, для женщины. Она разницу, скорее всего, не уловит, и ей не надо. Это способ обезболивания, когда через прокол между позвонками, в пространство, как же без медицинских терминов-то обойти? Ну, скажем так, вот в пространство, близкое к спинному мозгу, вводится, анестезирующее вещество, которое позволяет, снять, ощущение от схваток. То есть обезболивается таким образом, нижняя часть тела, и женщина перестает чувствовать боль от схватки. Если анестезия поставлена хорошо, верно, правильно, женщина может даже сохранить, способность чувствовать ноги, шевелить ногами, вот, но она не чувствует вот саму эту боль от схватки. А, Можно я наверное, поделюсь да. своим опытом, сейчас скажу? Мне тоже делали такую Мгм. же, а, эпидуральную анестезию. И я помню, да, свои ощущения, что когда, ну, вот эти схватки, 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 то есть мне там приходит, уже мой врач и говорит: "Ну, что тебе делать, анестезия?" Я Мгм. говорю: "Нет". А у меня Мгм. тоже, у меня была такая идея, что я очень хочу родить сама, Мгм. зачем мне какие-то вот эти там вмешательства.
И она уже потом, я говорю: "Нет, нет, я потерплю, нет, нет, я потерплю". И потом она уже, врывается и говорит: "Пожалуйста, тебе уже нужно делать". Я говорю: "Почему?" Она говорит: "Да ты так кричишь на весь". Я кричу, я даже не заметила вообще там, ну, что я так кричу. То есть я, Мгм. ну, меня, видимо, вообще в какую-то впала там в прострацию. Вот, мне сделали эту эпидуральную Мгм. анестезию. И, что я помню, как что мне прям настолько было хорошо, мне начали звонить кто-то и спрашивать там: "Как дела?" Я Мгм. говорю: "Да я рожаю". Вот. Мне брат такой: "Что значит рожаешь? Я тебе Мгм. позвонил прям в роды". Я говорю: "Ну да, я рожаю". Он такой: "Ну, я тогда попозже перезвоню". Вот. В общем, мне было очень хорошо. Я прям лежала и понимала, что я готова вот так вот рожать, мне кажется, там 1000 раз. И Мгм. вот потом уже, даже вот читая там какие-то твои, заметки в соцсетях, я понимаю, что, как бы медицина и вообще такие, ну, многие врачи, которые так любят, такую какую-то мягкую, да, медицину, то есть они достаточно против, эпидуральной анестезии. Поэтому я бы, например, своей дочери рекомендовала Мгм. это эту опцию. Мгм. Вот, но вот интересно послушать тебя. Хорошо, ну вот то, что ты рассказала, по сути, доктор, показаниям к постановке твоей анестезии, которая, на секундочку, является достаточно непростой медицинской манипуляцией, которая близка к спинному мозгу, которая имеет побочные эффекты, не всегда, но имеет. Мне Так повезло, у меня не показаниям было никаких очень последствий, да. хорошо, да, как бы отлично. Если бы у нее было часто последствия, она не стала бы золотым Мгм. стандартом анестезирования. Но показанием в твоем случае стало то, что врачу или какому-то персоналу некомфортно, потому что ты громко кричала. Ну, то есть, представляешь абсурдность ситуации? Тебя обезболили не потому, что ты сказала: "Доктор, я больше не могу". Не потому, что ты попросила, а потому, что пришел доктор, говорит: "Таня, пожалуйста, давай я тебя обезболю, потому что, по сути, мне неудобны твои крики". Я не думала в эту сторону. Вот. Мгм. А это по сути, это именно так, да, то есть, ты слишком кричишь, да. Ну, что значит кричишь? Ну и кричишь. Ты даже не слышала, как ты кричишь. Да, я вообще А, не замечала. тебе не мешало. Кричать тебе, по сути, не мешало. И возможно, что ты родила бы и без эпидуральной анестезии, и, в общем-то, и не подумала, что как бы, где-то ты что-то упустила. Вот, поэтому, ну, у эпидуральной анестезии, как вообще, как я к ней отношусь? Я не могу сказать, что я к ней отношусь отрицательно, но как к любой медицинской манипуляции, к любому медицинскому вмешательству я отношусь с долей опаски. То есть для того, чтобы что-то сделать, нужны показания. И у эпидуральной анестезии, естественно, есть медицинские показания, серьезные медицинские показания, например, гипертензия, то есть когда у женщины повышенное давление, которое не сбивается, не купируется никакими другими способами, эпидуральная анестезия может помочь, потому что у нее есть такое свойство, она снижает давление. И женщина может пройти через роды без тяжелых осложнений, связанных вот с этим самым давлением. Либо, например, есть такое понятие, как дискоординация родовой деятельности, то есть это очень сильные, очень болезненные схватки, которые не приводят к раскрытию шейки матки. То есть женщина страдает, а роды не продвигаются. И в данном случае классическое акушерство, медицина, да, предлагает только одно решение — это попробовать обезболить. И действительно, в большом проценте случаев получается. То есть женщина успокаивается, женщина расслабляется, и у нее начинает идти вот этот процесс раскрытия. Она может достаточно хорошо и эффективно раскрыться, и это поможет ей родить. А как женщине вот в этот, момент, когда она находится, ну, в такой сумбурности, в прострации и вообще не понимает ничего, как ей принять такое решение? Или как-то заранее нужно это сделать? Как вообще, Мгм. действовать в такой ситуации? Я за подготовку. Да, то есть женщина должна быть информирована. В наш век, когда вся информация вообще доступна, я считаю, это преступление отнестись халатно к подготовке к такому важному событию. Любопытно, что мы, например, выбирая какую-то, допустим, технику бытовую, но мы там пересмотрим кучу видео, перечитаем кучу аннотаций, отзывов. Да, то есть мы готовимся к тому, чтобы купить, я не знаю, там что, мультиварку, а к тому, что нам предстоит такое огромное событие в нашей жизни, и на секундочку, в нашей жизни таких событий может быть много. А вот в жизни нашего ребенка это событие единожды.
Рождение происходит единожды, переродиться заново, ну, во всяком случае, в этом воплощении, да, Ну, некоторые невозможно. даже проходят какие-то техники уже во взрослом возрасте, чтоб я слышала, такие есть, да, Регрессы, что-то да, какие-то там истории. перепроживания. Поэтому лучше, наверное, все таки родителям задуматься об Совершенно этом. точно, да. То есть это должна быть информационная подготовка. И второй момент, за который я прям всеми силами за, тоже как человек, который первый опыт, вот о котором я рассказала, прошел в одиночку, да, то есть это был мой путь через неизведанное, мой путь в пространстве, которое я не ощущала как мне полностью ко мне бережное и полностью ко мне деликатное. А в родах это важно. Вот это одна из базовых потребностей женщины в родах — это ощущение безопасности. А если женщина чувствует себя по какой-то причине небезопасно или к ней, допустим, не очень деликатно к ней относятся, либо есть тоже такой вид, по сути, это тоже вид акушерской агрессии, когда женщины поступают директивно, как бы ее из процесса ее родов практически вычеркивают. Приходит доктор и говорит, значит так, ложись так и делай вот это. Действительно, бывают ситуации, когда это необходимо, да, когда речь идет о спасении жизни, например, ребенка, и когда женщине медицинский персонал действительно дает директивные, четкие там, команды, что делать для того, чтобы вот сейчас очень быстро этого ребенка родить. Я не об этой ситуации, я про процесс физиологичный, когда с ребенком все хорошо, женщина находится в родах, и вдруг она испытывает вот директивные отношения со стороны медицинского персонала. Это тоже проявление агрессии. То есть это тоже может быть ощущение такое, что ну, меня здесь как бы не очень уважают, и меня здесь не видят, не слышат. То есть я как будто бы объект, такая объективизация женщины и ее тела. Вот. Поэтому очень важно, чтобы пространство, в котором происходят роды, твои роды, оно было для тебя безопасным. А безопасность пространства — это не только стены, это не только наличие, допустим, реанимации. Классно, когда ты рожаешь там, где есть хорошая реанимация, хорошие специалисты, но это также отношение твоей команды, потому У что меня тогда реанимация. такой вопрос Мгм. сейчас, как раз, я думаю, что и, а, к нему мы подошли. Скажи мне, пожалуйста, вот современные роддома, какие Мгм. отличия? Платные, бесплатные? В чем вообще принципиальная разница? Бесплатно хуже или в чем вообще, ну, как бы, нюанс? И как выбрать, как именно рожать? Тратить последние сбережения на Мгм. платные роды, да, мы знаем, что они не очень, так сказать, бюджетные. Вот, некоторые берут вообще кредиты. Или можно все таки решаться на бесплатные. Мгм. Отличный вопрос. Надо понимать, что в рамках какого города мы говорим, потому как в Москве действительно есть даже коммерческие роддома. В Питере, в Москве это вот МДМ Групп, то есть это роддома, в которых все полностью на коммерческой основе. Да. Естественно, это суперсервис, это все красиво, ресторанная еда, любой каприз. Вот. Есть городские роддома, в которых при этом можно рожать по контракту. То есть роддом государственный, он не платный, но в нем можно заключить контракт, и в этот контракт надо понимать, что входит. Собственно, это такая разница, которая появилась не так давно. Вот, наверное, ты помнишь, раньше была частая история, когда люди договаривались с доктором и приносили в конвертике деньги, да, какие-то такие, в общем-то, без оформления какого-то договора официального. Вот сейчас можно заключить договор. Собственно, вот в тех роддомах, в которых я работаю, я могу вот четко вам объяснить, за что вы платите. Потому что, опять же, у женщин часто складывается превратное понимание, что сейчас вот я заключу контракт, и этот контракт мне гарантирует какие-то особенные роды. Так вот, в контракт обычно что входит? В первую очередь это выбор врача. То есть если это контракт на доктора, бывает контракт на дежурную бригаду, здесь вообще в таком случае женщина Цена там, да, отличается, я да, так цена понимаю, да? отличается, да. Ну, например, вот в 4 роддоме, насколько я знаю, есть контракт на дежурную бригаду. Это просто более комфортная палата там послеродовая, и возможно, что родовый бокс тоже более немножко комфортный, чем тот, который
по ОМС. Если это контракт на доктора, то женщина имеет возможность выбрать того врача, который будет вести ее беременность с 36 недель, который приедет к ней на роды, вне зависимости от времени суток, от того, на дежурстве он или не на дежурстве. Новый год, 9 мая, неважно. Доктор по контракту должен приехать и принять эти роды. И часто ну, потом еще есть послеродовый, то есть осмотр туда же входящий. Часто доктор, не часто, а всегда, когда заключается контракт, дает собственный номер телефона, и женщина имеет связь с этим врачом. То есть в случае каких-то вопросов возникновения она может к нему обратиться напрямую. То есть выбор врача. Первое. И второй момент — это контракт всегда подразумевает более комфортные условия. То есть бокс отдельный, возможно, что это бокс с ванной, может быть, бокс там с какими-то плюшками, и послеродовое отделение, тоже более комфортное, в котором будет либо размещение одноместное, либо там максимум двухместное, но гораздо более просторное и комфортное, нежели это бесплатно будет. Собственно, все. То есть по контракту никто не гарантирует какой-то суперский там индивидуальный подход с тем, чтобы как-то к вам особо мягко относились, чтобы у вас были там красивые роды в воду, не знаю, со свечами. Нет, за это вы не платите, вы платите совсем за другое. Вот. И также надо понимать, что помимо вот этого договора есть еще контракт с акушеркой на акушерское сопровождение. Эта акушерка может быть от родильного дома, либо это может быть какая-то акушерка внешний совместитель, то есть которая не работает там, не дежурит, не входит в дежурную бригаду, а приезжает в этот роддом только на контракты. Вот, собственно, как я работаю. Я приезжаю только на принятие вот этих родов контрактных. И вот, собственно, от акушерки, которая будет с вами на родах, очень сильно зависит то, какими ваши роды будут. А чем отличается врач-акушер от акушер-гинеколога? Есть еще дуола, я знаю Мгм. такое понятие. В чем вообще разница? Огромная разница. Ну, во-первых, врач-акушер-гинеколог, да, это человек с высшим медицинским образованием. То есть, собственно говоря, в нашей стране официальная практика подразумевает, что на родах обязан быть врач, да, акушер-гинеколог. Акушерка в нашей стране не имеет права работать одна. Да. Мгм. А, Просто аку- акушерка. То есть Просто вот, акушерка без врача мгм. не может работать. Ну, Да? это вот у нее такая специальность, просто акушерка, да? То есть вот как бы она получила диплом акушерки. Акушерка, да, Мгм. диплом акушерки — это среднее медицинское образование. То есть это не Мгм. высшее, это среднее медицинское образование, средний медицинский персонал. У нас, наверное, такая парадигма. В основном врач — это голова, акушерка — это руки. Мгм. Да, то есть врач принимает решения, акушерка эти решения исполняет и выполняет. Собственно, как построена вся работа дежурной бригады, врач контролирует процессы, врач делает назначения, акушерка — это исполнитель, который там проверяет КТГ, который делает необходимые манипуляции, там, допустим, дает какие-то препараты, которые врач назначил, и принимает ребенка, ну и там ряд еще работы рутинной. Вот. Когда мы говорим про акушерку в проекте «Мягкие роды», тут немножко другая парадигма. Вот, скажем, с теми врачами, с которыми мы работаем в команде, мы продолжаем оставаться в этой иерархичной системе. То есть врач отвечает, ну, он несет как бы ответственность, в том числе юридическую, уголовную, за происходящее в родах. Акушерка является тем членом команды, который, по сути, 100% времени находится в пространстве родов, находится с рожающей женщиной. Врач не должен находиться постоянно в боксе, где происходят роды. Это, кстати, иногда бывает огромным открытием для женщины, которая думает, я же контракт с доктором заключила, значит, будет доктор сидеть рядом, держать меня за руку, я не знаю, что там он еще будет делать. Не будет. Это не его задача. Собственно говоря, тот человек, который держит пространство родов, создает его, обеспечивает в нем безопасность, как медицинскую с точки зрения там, наблюдения за всеми параметрами, наблюдения за состоянием женщины, оказания поддержки
том числе психологической, и использование, наверное, тех методов и инструментов, которыми она владеет. Потому что акушерки индивидуальные обычно, помимо того, что имеют просто медицинское образование акушерское, они ну, идут дальше. Да? Кто-то владеет какими-то остеопатическими техниками, может в родах применять их. Кто-то владеет иглорефлексотерапией, кто-то что-то такое интересное делает. Тут масса вариантов, кто как работает. Но, в принципе, задача вот индивидуальной акушерки — это полное создание для женщины атмосферы любви. Вот для того, чтобы она чувствовала, что в этом пространстве ее любят, ее принимают, ее уважают. И вот это задача акушерки. И есть замечательный человек доула. Доула не медик, и медиком быть вообще не обязана, потому что эта роль скорее социальная. То есть доула — это помощница. Есть кодекс доул такой международный, который говорит о том, что доула — это принимающая женщина, переводится вообще доула как служанка. То есть это человек, который обеспечивает женщине ну, обслуживание, грубо говоря, ее потребностей. Она может поить, кормить, Чем отличается от укрыть. акушерки тогда, если, да? Акушерка-медик. Медик. То есть доула Акушерка вообще не имеет вообще не медицинского. имеет и не имеет права влиять на медицинские Я почему-то решения. думала, что это вообще аналогичное абсолютно понятие Совсем для. нет, Мгм. совсем нет. Доула может быть психологом, а может и не быть психологом. То есть доула может быть просто женщиной, которая, ну, доул тоже готовят. То есть есть школа доул, да, и в России тоже они уже существуют, которые обучают, как нужно заботиться о женщине, как ее поддерживать для того, чтобы вот максимально ей было хорошо и комфортно. И вот о чем я начала говорить, скажем так, в изначальном понимании доула — это тот человек, который не влияет на решение ни женщины, ни команды, просто поддержит. Доктор, как говорится, доктор сказал в морг, значит в морг. То есть как бы она не спорит. Она помогает женщине принять ситуацию. Схватки идут, доула будет гладить, будет поддерживать, будет как-то оберегать, там, я не знаю, массажики, там, форточку открыла, форточку закрыла. Сказали эпидуралка, ну, значит, будет держать за руку, будет, опять же, в условиях эпидуралки женщина обездвижена, она не может там А она перемещаться по как-то боксу. заменяет акушерку доула? А, Заменяет руками и сердцем, потому что, Мгм. опять же, когда, если мы говорим про индивидуальное Ну, акушерское нужна ли она? Вот, сопровождение, потому что я знаю, слышала, что это не, так сказать, не бюджетная услуга. разные Да. бывают. Мгм. Бюджет разный. Опять же, бюджет у всех очень разный. Вот я работаю с совершенно замечательной доулой Ириной, которая, ну, очень бюджетно, как бы по сравнению со всем Мгм. стоимостью мероприятия, как бы я рекомендую обычно. Но действительно, когда женщины обращаются к нам от индивидуальной акушерки, ожидают вот полного такого погружения. И действительно, я работаю и как доула, и как акушерка. То есть я одновременно и являюсь вот этой вот Ну, вот мне тоже казалось, что акушерка все таки выполняет, большинство таких функций, которые ты перечислила. акушерка, например, которая будет либо из дежурной бригады, если это, Мгм. например, роды без контракта с акушеркой. Ей это все, ну нет, она это все делать не обязана. Это не ее Мгм. задача, да. Если это какой-то бюджетный контракт там с акушеркой роддома, да, она придет, она будет рядом, но опять же она не обязана это все делать. Задача, допустим, просто акушерки контрактной — это технично принять роды, ну, опять же, отслеживать за состоянием женщины, вовремя докладывать врачу ситуацию, принять роды, да, там, не знаю, взвесить, измерить, записать в бумажке. Вот это обязанности акушерки, это совершенно медицинские обязанности. То, что индивидуальная акушерка делает еще сверху, как доула, это уже новый пласт, скажем так, наших действий. И лично я с доулой работать очень люблю. Объясню почему. С доулой легче всем. Да, вот я никак не закончу мысль по поводу того, что классическая доула должна подстроиться под любое решение.
да. Доулы российские действуют в своих реальностях. И зачастую в России доула, особенно если она принимает, вернее, сопровождает роды с дежурной бригады по ОМС, если роддом пускает доулу, она выступает как адвокат такой. То есть она где-то вот так вот яростно подмигивая, жестикулируя, женщине подсказывает, что как бы там на это соглашайся, на это не соглашайся. Это вне ее компетенции. Почему так не любит система доул? Потому что доула часто выходит за рамки своей компетенции и начинает влиять на решение женщины, тем самым как бы изменяя ход родового процесса. Ну, она знает все законы, она знает, как Ан правильно как п Она может знать, как воздействовать. правильно. Да, Мгм. она может, но она не имеет права на это влияние. Да, вот есть Но такой женщина сама парадокс. может, да? То есть, Только ну, же мгм. женщина, да, женщина может. И зачастую женщина берет доулу для того, чтобы та вовремя ей подсказала. Но вот Мгм. понимаешь, это опять такое лавирование вне поля законного. То есть это Мгм. нарушение рамок компетенции специалиста. Потому что доула это делать не должна. Но она вынуждена это делать в реалиях, допустим, какого-то среднестатистического родильного дома, там, где она знает, что будет акушерская агрессия. И она не хочет для своей клиентки вот этой агрессии. Она будет ей говорить: ты как бы вот не надо, вот тут давай подумаем. Хотя она на это права не имеет. Ну, в общем, если есть возможность у женщины, берите с собой доулу. Берите, Да. да, и доулу, и акушерку, потому что доула, с одной стороны, разгружает очень сильно акушерку, и в каких-то ситуациях, вот когда меня спрашивают: ну зачем, есть же ты. Роды бывают разные. Вот бывают роды, которые длятся 18 часов, там, я не знаю, 20 часов. У меня был рекорд, там, правда, не одни роды, там у меня трое подряд были, когда я трое суток просто находилась в роддоме. Вот, соответственно, с какими-то короткими перерывами на сон. И, естественно, моя способность к эмпатии вот за эти, пусть это не будет трое родов подряд, пусть это будут одни, но длинные, 18-часовые. Естественно, что она снижается. Я же не робот, я человек, я могу хотеть спать, я могу хотеть есть. И когда у меня есть человек, который я знаю, что не оставит женщину одну, окутает ее все и той же заботой, я всегда могу выйти, например, из пространства и, Мгм. ну, как бы привести себя в порядок, грубо говоря. Это мое удобство, да, Мгм. поэтому я люблю работать с доулами. Например, но это ладно, это вариант. Второй вариант, например, наоборот, быстрые роды. Вот когда роды быстрые, они часто очень бурные, и женщина испытывает очень бурные ощущения. Ей может быть прям больно. Схватка может идти за схваткой. То есть это такое состояние, в котором очень важно, чтобы был кто-то, кто тебя стабилизирует, кто тебя в этом поддержит. Акушерка, которая тоже приехала, она помимо задач быть рядом с женщиной, она имеет массу других задач. Я должна оформить женщину через компьютер, я должна набрать анализы, я должна отнести их в лабораторию, я должна их зарегистрировать, я должна там, я не знаю, подготовить себе бокс, подготовить рабочее место. То есть у меня есть помимо а, таких этических и каких-то эмпатических задач. У меня есть задачи чисто медицинские. Я вижу, что роды развиваются очень быстро. И я всегда мечусь между двумя огнями, потому что я знаю, что эта женщина обратилась ко мне не для того, чтобы я анализы в пробирках носила. Она обратилась ко мне, чтобы я ей помогла в этот нелегкий час. Но при этом у меня есть, опять же, рабочие обязанности, которые я обязана выполнить. И вот когда здесь есть доула, это прекрасно, потому что я могу спокойно сделать, не мечась, медицинскую часть работы и вернуться, возможно, что просто уже спокойно принять эти роды, если они, да, назрели к этому моменту. Слушай, сейчас я послушала это, и возник такой вопрос. Ты перечислила там все вот эти вот Мгм. ну, какие-то бюрократические шаги, которые, да, все равно ты Мгм. должна Ну, успевать делать. Да, медицинские, скажем так, медицинские. медицинские. А, у нас как ты относишься к домашним родам? У нас раньше было это прям, ну вот сейчас я не слышу, да, об этом прям вот, чтобы на каждом шагу, Мгм. но раньше это было настолько популярно, то есть там, не Мгм. знаю, какие-то звезды рассказывали, блогеры, Мгм. там чуть ли не рекламировали свой опыт. Ну,
Я-то понимаю, что это очень большие риски, да. Что вообще движет теми, кто идет на эти риски? А, Какие это могут быть риски, Мгм. если все проходит даже идеально и хрестоматийно, что, ну, вот беременность, да, что Мгм. может вообще случиться? А, Скорая помощь, за сколько она вообще приезжает, и кто несет ответственность, если что-то пошло не так? Мгм. Классный вопрос, такой крамольный, конечно. Значит, почему раньше домашних родов было больше? Потому что не было проектов, когда можно было мягко и приближенно к такой человеческой домашней атмосфере родить в роддоме. Ну вот, центр, в котором я работаю, ЦТА, он существует с 2006 года. Это, по сути, первый в Москве центр, который открыл первую палату мягких родов Это с государственный, да? ванной. Он не Это не государственный, это государственный? коммерческий Мгм. центр, да, это детище частное такое, детище его создательницы, вот, который родился, вот этот проект, собственно, из домашних родов. Да, из той плеяды, ну, таких диких домашних акушерок, которые начинали там в 90-е и так далее. Вот. И этот проект родился в 2006 году и с тех пор живет, да, как бы мы сотрудничаем с разными роддомами и на территории этого роддома, то есть на территории такой медицинской безопасности мы стараемся создать женщине те условия, которые она могла бы получить в таких традиционных домашних родах. Да. А, Не все знают об этом, ну, о таких проектах, да, как бы не каждой женщине это известно. Помимо, ну, мы сейчас не одни, естественно, у нас есть там, я не знаю, как коллеги, не хочется говорить конкуренты, коллеги, пусть это хорошее слово, коллеги, да, которые такую же деятельность осуществляют на территории роддомов. Раньше с этим было тяжко. Поэтому женщины в попытках выйти из такой обезличенной мясорубки системы, там, где, в общем-то, рождение — это конвейер. Вот надо понимать, что когда вы соглашаетесь на то, чтобы рожать по ОМС, вы, по сути, попадаете в некий такой конвейер, там, где основная задача медиков — это технологично, с соблюдением всех санпинов, с соблюдением всех протоколов и клинических рекомендаций сделать свою работу. Перед ними не стоит задача психологического комфорта, не стоит задача индивидуального подхода, не стоит задача того, чтобы там как-то женщина, пройдя через эти роды, прочувствовала какие-то глубины, какие-то вообще, да вообще все равно, что она там почувствует. Основная задача, чтобы она родила, осталась жива, здорова, и чтобы ребенок ее тоже родился живой и с хорошим Апгар, да, с хорошей оценкой по Апгар. То есть система совершенно безликая. В этой системе работает ограниченное количество людей. И чем дальше в лес, тем, как говорится, злее волки, потому что на каждую единицу младшего медицинского, вернее, среднего медицинского персонала, то есть на акушерку, с каждым годом все больше женщин. Труд тяжелый, труд, в общем-то, не сказать, чтобы сильно хорошо оплачивался. И происходит и момент выгорания, и момент такой, что да просто я бы и хотела всех их полюбить и всем их сделать хорошо, но у меня, извините, их 10 человек, а еще вот такая кипа бумажек, которую я должна заполнить. Но сейчас мы все переходим от бумажек там к ЕМИАСу, но тем не менее это огромный пласт работы. Вот. И женщины, не желая попадать в эти условия, и в первую очередь не желая, чтобы дети их приходили в этот мир холодный, обезличенный, когда вместо теплых объятий, вместо материнского тепла, вместо любви, вместо вот правда, ребенок, рождаясь, он должен испытать любовь. А любовью для него является его мама. То есть это полное проявление любви этого мира для малыша. Но вместо этого он, скорее всего, что испытает? Его быстро пересекут пуповину, его сразу, допустим, ну, может быть, приложат к груди,
там буквально, это, ну, не знаю, на секунды, и унесут для измерений, для того, чтобы как-то его обработать, да, и возможно, что даже к матери на грудь он попадет только в послеродовом отделении первый раз, там, голенький, да, то есть полностью уйдет вот ценность золотого часа, да, который для нас очень важен, который является неотъемлемой частью проекта, если ребенка не забрали педиатрическая группа для каких-то, ну, для лечения. Вот. И, естественно, женщины, желая мягкого рождения, человеческого рождения, безопасного рождения, они хотели уйти из этой системы. А бежать было некуда, бежать можно было только в домашние роды. И в нашей стране это рискованная история, потому что у нас можно рожать дома, а вот принимать роды дома нельзя. Вот такой парадокс. То есть у нас нет аккредитации на домашние роды, у нас нет технического оснащения, логистики домашних родов. Если сравнивать с развитыми европейскими странами, там, где домашние роды являются частью системы, там всегда есть некая логистика. И в случае первых признаков, что что-то пошло не так, всегда идет транспортировка либо в акушерский центр, либо в госпиталь, там, где уже встречают медики, для того, чтобы можно было этой женщине оказать необходимую ей медицинскую помощь. У нас этого нет. Да? Начнем с Москвы. В Москве, например, скоро это приезжает быстро, окей, но дальше нужно еще там проехать порой через пробки, и порой это может до Что ближайшего может роддома. пойти не так? Вот классная беременность, все идет хорошо. Мгм. Женщина думает, что ну вот все будет идеально. И ей там, не знаю, ее какие-то там Мгм. помощницы, да, которые медицинские, они говорят, что все будет классно, да, кто Мгм. особенно пиарит, да, всю эту историю. Я не думаю, что Да, кто-то ее пиарит. да, Вот я прям, ну, неправда. Мне настолько, меня всегда так передергивает, когда говорят, что дома рожают, потому что это модно. Просто, ну, камон. Нет, никто не пиарит. И женщины, которые, ну, вот эти домашние акушерки, это такие воины, теневые воины, которые вообще нужно... я не знаю, как там получается вообще жить и работать. Там, видимо, ж сарафанное радио, потому что тебе нужно, чтобы о тебе знали, чтобы к тебе пришли, но при этом, чтобы тебе не знали, чтобы не отсвечивать, чтобы не попасть под дамоклов меч там правосудия. Вот, поэтому никто ничего не пиарит. Кто пиарит? Правда, нет. Если кто-то рассказывает о своем положительном опыте домашних родов, это не потому, что он хочет как-то распиарить. Нет, просто потому, что делится, да, если, своими. конечно, если домашние роды проходят хорошо, без каких-то осложнений, да, то это всегда такая классная заряженная история, которой хочется делиться. Это когда ты идешь, встречаешь кого-то и хочешь... Я сейчас тебе расскажу, как я рожала, потому что там столько любви, там столько энергии, там этим хочется делиться, но это не потому, что хочется попиарить. И, наверное, вот тоже возвращаясь к вопросу, как я пришла к акушерству, через опыт своих вторых родов, который был настолько классным и волшебным, что мне правда хотелось ловить женщин на улице и рассказывать им, как здорово можно родить. Ты дома рожала, да? Да, Мгм. я рожала дома, да. Я, опять же, никого не призываю. Даже Мгм. больше того скажу, когда я пришла только вот в профессиональное акушерство, я была, ну, наполнена идеями того, что женщина может родить сама, главное ей не мешать, создать условия и не мешать ей рожать. Я это делала эти выводы, исходя из своего опыта и из опыта многих моих подруг, которые прошли этот путь, да, и которые тоже классно родили, и все хорошо. Но когда я начала работать с женщинами, причем, ну, там, опять же, повторюсь, у меня нет такого потока, чтобы у меня там в смену было по 10 человек, да, это несколько человек в месяц. Но, тем не менее, вот даже эти несколько человек в месяц, когда начинаются роды, начинают вылезать подводные камни. И я понимаю, насколько разные женщины, насколько разная у них уровень и заряд их здоровья. Да, я рожала своих детей молодая.
Не очень распространено в больших городах. У нас средний возраст первородящей женщины близится к 30 и даже перекатывает за 30. Когда к нам приходят беременные девчонки до 30 лет, мы прям радуемся, потому что это прям молодая кровь. Ну, такая сейчас, в общем-то, идет тенденция. Но надо понимать, что чем ты старше, тем больше возможностей того, что твое здоровье становится, ну, похуже, да. Как минимум гормональный фон молодой женщины, он, совершенно не такой, как у 40-летней. Да, 40-летняя женщина может родить? Может. Хорошо может родить? Да прекрасно может родить 40-летняя женщина. Но при этом шансы на то, что роды будут естественные, легкие, идущие по совершенно физиологическому сценарию у молодой женщины, допустим, ну, 25-летний, да, 23, 25, 26-летний, он гораздо больше, чем у женщины, которой там 35, 36, 42 и так далее. Что может пойти не так? Смотри, все, наверное, помнят, что в кинематографе есть такая история, она прям очень частая, да. Там постоянно звучит такой вопрос: кого мы спасаем, маму или ребенка? Мгм. Даже если взять какие-то, может быть, не домашние роды, да, прям идеальные в роддоме, да, Мгм. так это реально так происходит, что нужно выбирать? И, ну, поподробнее, что может пойти не так, да, и Мгм. вообще от чего бывают какие-то Мгм. там неприятные исходы. Тань, ну, наверное, я начну с того, что кинематограф — это средство ну, какого-то выражения, да, образного, и, естественно, полно драматизма. То есть таких ситуаций, чтобы, боже, кого мы спасаем, маму или ребенка, это экстренные ситуации, это что-то очень редкое и что-то такое из ряда вон выходящее. То есть так, чтобы в каждых родах мы там мыслили, кого мы спасаем, ну, конечно, нет. Вот. Но, тем не менее, это не избавляет от того, что сам факт рождения как способ нашего размножения, он, ну, небезопасный. Да? В принципе, любая женщина, которая принимает решение стать матерью, которая принимает решение беременеть, да, рожать, она уже попадает в некую зону риска. Ну, потому что, ну так, это небезопасно. Неважно, где ты рожаешь. Вот, знаешь, да, недавно тут в начале года Нет, не знаю, расскажи. В То, что там, Новокузнецке, да, да, и слышала погибли, эту историю, да, что там там какая-то. 11 Мгм. младенцев, по-моему, умерли там в течение нескольких дней. То есть, к сожалению, сам по себе роддом, он не гарантирует полной безопасности, да. Мгм. Там не хочется тоже ни очернять, ни как-то там, в общем-то, комментировать. Это, опять же, это и не моя компетенция, и насколько я вправе это делать. Вот, ну, какой-то кухня внутренняя известна. Вот, но что может пойти не так в домашних родах, если, например, женщина действительно совершенно здоровая беременность, то есть это женщина из низкой группы риска. Всегда даже в хороших физиологичных родах мы можем встретиться с ситуацией, что у ребенка начинаются проблемы с сердцебиением. То есть вот то, что, например, тахикардия или брадикардия, то есть очень низкое сердцебиение. И с чем это связано? Есть физиологические изменения. То есть в процессе там, прохождения через родовые пути ребенок испытывает физиологическую гипоксию. У него, естественно, могут быть там урежения сердцебиения. Это нормально, он способен это прожить, пережить и родиться вполне благополучной. Но, допустим, вот это урежение сердцебиения, которое не восстанавливается длительно, оно может возникнуть на любом этапе родов. И здесь всегда от медицинского персонала перед ним становится задача дальнейшей тактики, что делать дальше. То есть вот мы видим, например, по КТГ, что урежается сердцебиение. То есть дальше эти роды выходят с территории физиологии на территорию патологии. И здесь начинаются медицинские решения. Что делать? Может быть, оперировать, может быть, как-то форсировать события. И к сожалению, для того, чтобы вот этот момент дома вовремя уловить, да, нужно, чтобы акушерка обладала достаточным уровнем
Ну, это должен быть вообще компетенции. врач, по Ну, сути, да? может, так Ты уж, ну, Мгм. если она умеет выслушивать сердцебиение доплером, она, ну, для этого не нужно быть врачом, чтобы нужно уметь просто. Но при этом она, естественно, в домашних условиях невозможно экстренно прооперировать женщину, да. Мгм. Можно как-то там форсировать, но смотря на каком этапе. Если, опять же, это второй период родов, когда ребенок уже идет по родовым путям, ну, можно потужить там и родить. Опять же, дальше что делать с этим ребенком, если он, например, родился, в состоянии там асфиксии, если он, ну, вдохнул околоплодные воды или что-то такое. Опять же, кто гарантирует, что акушерка, которая выехала на домашние роды, умеет правильно, грамотно оказывать реанимационные действия и способна этого ребенка хотя бы до приезда скорой помощи поддерживать там с помощью, ну, допустим, сердечно-легочной реанимации. Опять же, у нас в стране нет лицензирования. У нас а, очень сложно проверить, только ну, на веру можно принять. Да, я умею, да, я делаю. А как делаешь ты, не делаешь? Это никак проверить нельзя. Вот. И опять же, насколько по пробкам, по дорогам нашим хорошо в Москве пробки, где-то дальше от Москвы, там может быть ближайший роддом за 200 километров. Естественно, ну, 200 километров, пока будут ехать, там ну, можно не довести уже никого, ни женщину, ни ребенка. Вот. Ну, больше всего обычно боятся в акушерстве. То, что я рассказала, это частый такой достаточно случай. Вот урежение сердцебиения, изменение сердцебиения ребенка. То есть это то, что требует каких-то действий. Скажем так, один из самых больших страхов акушеров — это кровотечение. Кровотечения могут быть связаны, например, с преждевременной отслойкой плаценты. То есть, что значит преждевременной? Ребенок еще в утробе, внутри, а плацента отслоилась. Это угрожающее жизни обстоятельство. Причем угрожает оно в жизни обоих. И ребенка, который, соответственно, оказывается без кислорода, и матери, которая может погибнуть от кровотечения массированного. Опять же, это нужно уметь распознать на этапе, когда все только начинается, и женщину транспортировать в операционную развернутую. Логистики в России не существует. То есть как это все сделать? Никак. Вот. Послеродовые, опять же, случаются кровотечения. И я тут подсчитывала после Нового года собственную статистику родов, которую я приняла. Мне было интересно посмотреть, сколько женщин родили вот вообще полностью без вмешательств, каких бы то ни было. У меня оказалось половина. Вот половина женщин, которые были со мной рядом, они родили без вмешательств. И я задумалась, ну, мне просто это интересно. А вот если бы эти роды происходили вне больничных стен, ну, вот рожала бы она где-то вне больничных стен, вот как она бы благополучно бы родила или неблагополучно? Собственно, поэтому начала считать. И поняла, что я не учитываю в своей статистике, не всегда учитываю профилактику послеродового кровотечения. То есть в роддоме вообще принято по протоколу ставить капельницу с окситоцином всем женщинам. Вот для того, чтобы матка сокращалась и чтобы как раз не было послеродовых кровотечений. Мы в проекте в нашем делаем это, скажем, больше так выборочно, по показаниям, подходя индивидуально. По какой причине? Ну, во-первых, мы соблюдаем физиологичность родов, и когда женщина находится вот в этой тепле, темноте, да, когда ей спокойно, когда рядом с ней ребенок, вот этот безотрывный контакт, у нее собственного окситоцина обычно достаточно для того, чтобы ее матка продолжала нормально сокращаться, когда ребенок родился, послед отделился. Но не всегда. То есть вот все равно мы следим за маткой, мы следим за количеством выделений, и если нам не нравится, если что-то подозрительно, мы применяем лечение, то есть мы применяем вот эти медицинские препараты. Вот. И вот из этой половины женщин, наверное, еще, возможно, не буду тоже, не считать. Вот в этом году стала писать все прямо, вот буквально досконально, включая послеродовые, вот эти манипуляции. Сколько из них, могли бы, допустим, благополучно родить, а потом получить кровотечение — это еще какое-то количество, да. Поэтому я и говорю, что когда я пришла уже как в практику, в акушерскую, в настоящую, не детскую практику, и стала встречаться с разными женщинами в разном состоянии здоровья, в разном состоянии своей психики, я поняла, что, к сожалению, мало не мешать. К
к сожалению, многим приходится действительно помогать. И не потому, что нам не имется, не потому, что нам хочется поскорее домой уехать, а потому что действительно женщина требует этих медицинских вмешательств для того, чтобы сохранить здоровье, а может и жизнь. Вот. И в домашних родах, естественно, это не гарантировано. Это в роддоме-то, к сожалению, тоже не гарантировано, но шансов больше. В роддом все приходят за безопасностью, поэтому приходится балансировать. Ну, на настоящий момент, мне кажется, идеально это все-таки проект, который, с одной стороны, учитывает индивидуальные потребности и физиологию, а с другой стороны, все-таки в рамках безопасного Ну, пространства. сейчас хотя бы есть уже такой выбор у женщин, Да, да. То и есть это все равно прекрасно. я как раз тебя хотела еще в самом начале спросить, что нового вообще, за эти 16 лет? И вот уже в процессе разговора я, в принципе, это понимаю. Мгм. Мгм. Смотри, про кесарево сечение. Мгм. Э, по показаниям это понятно. То есть мы Мгм. даже не будем туда углубляться, да. То есть есть, кесарево, которое делается по показаниям, а, есть решения, которые принимаются в моментах родов, я знаю, да, там, что нужно делать Мгм. кесарево, иначе никак. Но есть очень много женщин, которые, из-за страха боли, из-за того, чтобы, не знаю, там выбрать, красивую дату, из-за того, чтобы не испортить себе какие-то там эстетические, моменты, да, потому что там у нас мужчин очень много эстетов на эту тему. И, они выбирают обычное, кесарево по желанию. То Мгм. есть насколько это, во-первых, как бы правильно, с точки зрения какой-то медицинской, да, базе Мгм. законодательства, можно ли просто прийти, бесплатно я знаю, что в платный я знаю, что можно, да, роддом, в бесплатный, да, и сказать: "Я хочу кесарево в такой-то день". То есть как это вообще обстоят с этим дела? Мгм. Тоже хороший вопрос. Сейчас мировая тенденция к увеличению числа кесаревых сечений. Есть страны, где количество достигает 70% и выше. Есть страны, где кесарево сечение входит в некий культурный код того, что я и могу себе позволить, я состоятельная женщина, поэтому меня прооперировали, а не я тут пыжилась. То есть за деньги — да. За деньги, Мгм. да. В нашей стране сейчас как обстоят дела? Официально у нас нет кесарево сечения по выбору женщины без показаний. Официально нет. Мгм. Не по ОМС, не без ОМС, да, то есть по контракту официально нет. Но реально Но это делает реальность, да, чуть ли не каждая реальность, вторая. реальность у Да. нас совершенно иная. Особенно есть, соответственно, некоторые регионы нашей страны, где и детей много рождается, и менталитет тоже достаточно такой уникальный. И там бывает такая история. Как это у нас в стране обычно все обстряпывается, что называется? Ну, показания пишутся, придумываются, да, как бы за деньги, да, к сожалению, за деньги, да. Вот. Какое мое к этому отношение? Ну, вот, наверное, сейчас потеряю прям часть любви аудитории, но резко, резко негативная. То есть для меня это история про вот сейчас, наверное, Тань, вот здесь грань, которая для меня кажется зыбкой. То есть, с одной стороны, я всеми там своими фибрами души за право женщины на выбор, да, я даже за право женщины выбрать домашние роды, если она решила, что она вот Ну, готова взять готова, на себя эту да, ответственность. и готова на Да. себя взять эту ответственность, значит, кто может ей запретить? Вот, поэтому, как бы женщина, которая хочет выбрать для себя кесарево сечение, там, потому что, и тоже имеет какую-то аргументацию, это что же ее право выбора. И поэтому вот с точки зрения такой солидарности к личностному выбору и к свободе, ну, кто я такая, чтобы обвинять, да, или запрещать, или как-то там оценку давать? Но, например, с медицинской точки зрения, я понимаю, что вот эта позиция, она чаще всего, эта позиция либо из невежества, извините, либо из страха.
То есть невежество в том, что женщина, масса женщин думают, что кесарево сечение — это очень простая операция. Им Вот у меня такая же, вот. история. Я не понимаю, как можно выбрать вот эту сложную операцию, да, с таким рубцом, который потом остается после этого, с каким-то таким долгим периодом, Восстановление. восстановления. То есть это же прям полостная, тебя там Да. твои кишки там, грубо говоря, Мгм. перекладывают туда-сюда. Ну, кишки не Да. перекладывают, да, кишки Ну, что-то там остаются делают, сзади да, матки. ну что-то там Ну, вот просто, да, что двигают. что хочется Да. сказать. То, что операция кесарево сечения, она не выглядит так, как будто бы коробочку открыли, оттуда малышочка вытащили, вот такого красивого розового с неконфигурированной головушкой мамке дали, да, и все всем хорошо. И казалось бы, а зачем вообще тогда придумывать, что-то другое? Но на самом деле это действительно, как ты правильно заметила, полостная операция, которая идет прохождение через массу слоев послойная, да, она разрез идет через фасции, через мышцы, да, через матку. То есть режется масса слоев структур. И дальше их, естественно, нужно сложить, их нужно сшить, да, и нужно это все восстановить. Опять же, иннервация не всегда может восстановиться. Это сложная операция, да, она частая. Сейчас она доведена до, ну, некого совершенства, и шовные материалы сейчас совершенно не те, что там 20 лет назад, и это дает большие плюсы. И, кстати, сейчас почему возможно и так часто практикуются естественные роды после кесарево сечения? Эту возможность в том числе дали шовные материалы, современные, новые, хорошие, и, ну, качество, заживания шва изменилось. Поэтому рубец состоятельный, женщина с рубцом на матке может попробовать родить самостоятельно. Это круто. Вот, но, операция кесарево, вот если бы я когда впервые попала в операционную и увидела, как это происходит, мне было 30 лет, я была мамой двух детей, и я когда увидела, как разрезается, ладно, разрезается, бог с ним, разрезается, но дальше как в 4 руки растягивали ткани. То есть доктор со своим ассистентом буквально в 4 руки в разные стороны со скрипом растягивают в разные стороны ткани на живом человеке. Вот этот живот, да, растягивается. Я вот прям пошатнулась. То есть я помню, как я рукой искала опору, потому что я пошатнулась. Вот, естественно, потом уже, ну, вот этот шок прошло это ощущение, ну, чего-то инфернального, прости, ну, вот это такое растягивание брюха Ну, мама, просто. наверное, просто этого не видит, она же там как-то за Мама шторкой не находится, видит, да. да, потому Да. что она находится, действительно ставится эта шторка, но, вот я ни разу не видела ничего ужасного, когда рождается ребенок. Вот часто мужчины боятся, а вдруг я там что-то увижу. Я все время думаю: "Господи, что ты там боишься увидеть?" Кстати, у Серафимы в запретграмме можно увидеть весь процесс. Можно, да. Прям такой, и это красиво. Это правда красиво. Самое интересное, что я не видела, ну, как бы до Мгм. этого я не хотела это смотреть и никогда на это не смотрела. Увидела у тебя только. И это правда красиво. Красиво. Да. Да, это Единственный красиво. вопрос, Мгм. от подростка. Мгм. А, чем там дышит ребенок, когда Ага, находится в пока воде? рождается. Да. Через пуповину. Дыхание продолжается через пуповину. То есть, пока, она функционирует, она снабжает ребенка кислородом и всеми необходимыми элементами. И, есть вообще такое понятие, как лотосовые роды. То есть это когда пуповина не пересекается вовсе до тех пор, пока не родился послед. Вот, то есть ребенок оказывается на смешанном типе дыхания и имеет возможность мягко войти вот в этот ритм дыхания. И есть еще такой замечательный рефлекс задержки дыхания, с которым рождаются все детки. И ребенок не делает первый вдох до тех пор, пока не окажется на воздухе. Это М. вот к моменту водных родов, да, вот то, что ты говоришь, там у меня видео Мгм. водные роды. Поэтому пока ребенка не извлечешь на сушу, он вдох не делает, остается вот на этом плацентарном питании. Вот. Операция — это совсем другое дело. И даже при извлечении ребенка из матки врач вслепую ищет рукой, да, голову, он выводит его. Это может быть тоже травматично. И специалисты, которые занимаются послеродовым восстановлением
в том числе, ну вот остеопаты, да, там неврологи, они всегда, вот любой специалист, логопед всегда спрашивает, как прошли роды. И если это кесарево сечение, это всегда галочка. Так, кесарево сечение, значит, там могут быть дополнительные какие-то особенности, нюансы по здоровью. Потому что для ребенка самым безопасным способом появиться на свет являются все-таки физиологические роды. Да, Мгм. естественно, процесс может быть осложнен. И тогда, ну, сама знаешь, что родовой травматизм не исключен. Но и в кесаревом сечении родовой травматизм тоже не исключен. Для мамы, вот прям буквально немножко мне хочется об этом сказать, потому что об этом очень мало говорят, и поэтому кажется так привлекательным. Если женщина, например, изначально не очень-то здорова, например, у нее ожирение, или если у нее какие-то инфекции непролеченные, какой-нибудь сахарный диабет. Все это сильно сказывается на заживление послеоперационных швов. То есть, врачи очень не любят оперировать таких женщин. Они все силы положат на то, чтобы она родила самостоятельно, чтобы не входить ей, не резать, не входить в полость, потому что знают, что там масса осложнений и в процессе операции, и в процессе восстановления. Точно так же есть, осложнения в моменте, кровотечения, да, самое, наверно, основное. Бывает сепсис. Вот все забывают по поводу того, что самые злобные инфекции — это внутрибольничные инфекции. Да, то есть как бы получить, внутрибольничную инфекцию, при кесаревом сечении больше шансов, чем при вагинальных родах. Есть еще отсроченные последствия, такие как, вырастание, допустим, когда при последующей беременности в шов вырастает плацента, да, и там, ну, даже не буду грузить. То есть отсроченных последствий масса. При последующих беременностях есть отсроченные тоже вот эти вот все, последствия. Но женщины о них не думают. Они думают про то, что писечка не Вот, растянется. я хотела спросить, она правда даже там что-то с ней происходит? Потому что, ну, у меня таких не было последствий. Вот, а это вообще насколько часто? Потому что, ну, так этого боятся. Еще и мужчины здесь такую свою лепту внесли, Мгм, любители, так сказать, всего эстетичного. мгм. Вот, а там что-то действительно меняется А после естественных После родов? естественных. Ну, наверное, я первое, что сделаю, я развею миф по поводу того, что опущение бывает только если роды были вагинальными. Опущение органов малого таза может произойти во время беременности. Даже если роды были потом через кесарево сечение, опущение все равно может быть. Да? И здесь, задача, опять же, физического состояния женщины, с которым она вошла в эту беременность. Если в беременность женщина входит, ну, в дурном физическом состоянии, в дефицитах, в каких-то, в общем-то, ну, не очень хорошем состоянии, она имеет больше шансов на то, что у нее будет и послеродовое восстановление гораздо тяжелее. Вот, поэтому надо себя любить, думать не про эстетов, да, которым нужно там что-то, а про себя, в первую очередь, про свое здоровье. Да, а не про то, как будут выглядеть мои половые органы. Вот выглядеть они обязаны функционировать. Не, ну а все-таки, как насколько часто там что-то меняется? После родов бывают последствия акушерского травматизма, то есть если были разрывы, разрезы, это может сказаться на последующем как раз состоянии. Вот разрывы, разрезы. Опять же, как пройдут роды? Чем мягче, нефорсированные роды, когда меньше вмешательств, когда нет вот этой спешки, тушься, тушься, тем больше шансов, что ребенок родится мягко, и акушерской травмы у женщины не будет, да, то есть у нее не будет этих разрывов. Это даст ей лучшие шансы на послеродовое восстановление. Бывают опущения. Ну как, мы, в принципе, у нас женский организм таков, что у нас бывают опущения. Вот, и с ними надо работать. Есть гимнастика специальная, есть специалисты, которые занимаются восстановлением, в том числе восстановлением ам, органов малого таза, вот эти висцеральные всякие практики, когда через живот работают. Есть и остеопатические практики, в том числе через влагалище, когда работают вот с этими структурами для того, чтобы вернуть их на свои места, вернуть им нормальное кровообращение. Я бы больше об этом думала. Вот не скажу, что роды омолаживают
вот женщину. Боже упаси, у меня 3 детей, я прямо вот моложе некуда, вон вся голова седая, да. То есть как бы я не про то, что роды, это прям, ну, что-то такое легкое и, вообще, вам ничем не аукнется. Аукнется, в первую очередь, детьми, которых нужно потом еще растить и Это, наверно, воспитывать. самое такое Самое главное. такое. Вот, то есть я, за то, чтобы заниматься здоровьем и послеродовым восстановлением, а не выбирать, операцию кесарево сечения из страха перед, вагинальными родами. Вот. Ну, пускай выбирают, что хотят, Ну, вот, тут но нужно знать. Все нужно равно знать, нужно знать, да, что как бывает, как может быть конечно, по-разному. конечно. Хочу, знаешь, какую тему затронуть? Давай. Она тоже связана в какой-то степени с акушерством и даже твоим профессиональным опытом. А, Аборты. Мгм. Как у нас сейчас вообще с этим обстоит ситуация? Я знаю, что акушеры, когда учатся, они должны тоже как-то там соприкасаться с этой темой. Мгм. Что-то я слышала об этом. Вот. Женщина вообще после аборта, как на нее будет это все влиять Мгм. физиологически? Вот. И еще у меня такой вопрос. Сейчас я думаю, ты все это расскажешь сразу. Как к мужчине относится женщина, после того, когда, у нас же как очень часто бывает, да, что мужчина склоняет, Мгм. женщину к аборту, ну, или как бы не против. Вот Мгм. мое какое-то мнение и наблюдение, что, женщины потом к таким мужчинам, перестают испытывать некое такое доверие и, возможно, даже где-то, влечение уже какое-то. Вот мне так кажется, как-то Мгм. проанализировав эту историю. М. Расскажи немножко, какое твое личное отношение и вообще как Мгм. с медицинской точки зрения Мгм. обстоит? Мгм. Так, еще одна тема, которая меня интересует, это суррогатное материнство, Мгм. эко. Это Чем, разные вещи: суррогатное да, и материнство и эко. суррогатное материнство и эко. Мгм. Чем отличается вот ведение беременности пациентов, которые, допустим, прошли через эко? Кстати, у вас как это, пациенты называются или как-то Ну по-другому? вот формально Да, пациенты, но мне да. всегда не хочется говорить пациентка. И я до сих пор так и не придумала слово, которое полностью бы, Вот я тоже как-то у меня это немножко не стыкуется с потому этим что процессом. это и не клиенты, потому Да. что когда ты говоришь клиент, ты подразумеваешь прям товарно-рыночные отношения. Пациент подразумеваешь какую-то болезнь, Да, ну, будем говорить, будущие мамы. Чем будущие мамы. отличается ведение таких беременностей, вот по эко Мгм, от обычных? И еще вот интересная этическая сторона. Как мгм, ты лично к этому относишься? И я знаю, что даже какие-то религиозные конфессии, они не принимают вообще эту историю, и некоторые даже батюшки отказываются мгм, крестить таких детей. И, собственно, родителям таких детей приходится скрывать очень часто, да, то есть мало вообще кто любит это афишировать. мгм, Как вообще с этим обстоят дела? И как ты сама к этому относишься? Э, Расскажи. И еще про суррогатное мгм, материнство тоже. Ну, мгм. включу в этот блок, то Хорошо, есть да, примерно, да, это что такое, да. альтернативные Да. способы, да, стать родителями. А, ну, у меня часто бывают женщины, которые забеременели с помощью репродуктивных технологий, то есть там эко. Как я к ним отношусь? С любовью и принятием. Это я с ними не для того, чтобы их оценивать, не для того, чтобы их ни в коем случае судить, либо давать какую-то оценку их выбору. Я, в принципе, не вижу для себя такой возможности. Наверное, скажем так, мне, матери 3 детей, как-то вообще рассуждать о том, делать ли ЭКО женщине, например, которая стремится к материнству, но у нее не получается без репродуктивных технологий, мне вообще зазорно, да, потому что я мать, да, у меня детей 3.
Как я могу судить человека, не побывав в его башмаках, да, не пройдя путь в его башмаках? Я могу только здесь сослагательно мыслить, а если бы вот это было про меня? Зная себя, да, ну, опять же, мне нужно немножко пофантазировать, потому что я, опять же, повторюсь, что я уже давно мама. Зная себя, наверное, я не пошла бы на эко. Вот, наверное, не пошла бы. По какой причине? Я слишком не приемлю, ну, что-то такое малоестественное. Вот оно мне чуждо. Я это не отрицаю, не осуждаю, но мне это чуждо. Очень вероятно, что, наверное, если бы у меня была семья, в которой у меня был бы любящий, принимающий муж, но не было бы детей, наверное, я пошла бы по пути усыновления. Ну вот лично я так чувствую. Но, опять же, это мои фантазии. А, по поводу ведения беременности с ЭКО. Опять же, мой опыт подсказывает, что наши женщины, которые беременеют через ЭКО, в основном прекрасно рожают. То есть их роды сильно не отличают, вообще никак не отличаются. То есть нет никакой корреляции между способом зачатия и тем, как пройдут роды. Вот, есть повышенное внимание, особенно если ЭКО было по женскому фактору, то есть, ну, вот это всегда бывает сочетанный женский и мужской фактор. Да? Бывает, что у мужчины, например, какая-то проблема со спермой, поэтому нужно выловить в пробирке, да, и подсадить. Там может быть даже не ЭКО, а инсеминация искусственная. Да? Это тоже репродуктивная технология. Тогда женщина вообще рассматривается как ну, как нормальное зачатие и Мгм. зачатие, если так. Если ЭКО было по женскому фактору, например, потому что у нее какие-то состояния хронические и гормональные, которые ей не позволяли забеременеть, естественно, доктор будет настороже, он будет отслеживать, там, может быть, дополнительное какое-то внимание при индивидуальном ведении беременности это будет уделять. Вот. Я как акушерка работаю больше уже с готовым продуктом, когда пирожок уже испекся, и мне нужно его встретить. Вот, я не вижу различий между ЭКО и не ЭКО женщинами. Вот, суррогатных мам в моей практике не было, не встречалась. Вот. Как я к ним отношусь? Я к ним никак не отношусь, я их не видела ни разу в жизни. Я могу только, опять же, теоретизировать явление, такое как суррогатное материнство. Мне оно скорее чуждо. Опять же, мне как женщине, которая была трижды беременная и проживала этот путь, когда ты вырастишь внутри себя человека, вот суррогатная мама, она должна вырастить в себе ребенка и к нему как-то не привязаться. То есть она его растит, и для того, чтобы этот человек рос вообще нормальный, и чтобы у него ментальное здоровье было нормальное. Вот есть все-таки такая теория, что внутриутробная жизнь, она не последнее место занимает в этом деле. А, Здесь нужно этого ребенка все-таки как-то любить и хотеть, но при этом ты являешься только ну, Да, таким учитывая еще все эти контейнером. нюансы, что ребенок же все это чувствует и Чувствует, воспринимает, да? То потому есть что именно мама и от ребенок это. физиологической мамы, Конечно, да. конечно. Ребенок и мать — это единая система. То есть, ну, единее не придумаешь, потому что ребенок внутриутробный, он эту жизнь испытывает через материнскую биохимию, через ее гормоны. Да, вот известен, например, такой факт, что у женщин, которые в стрессе носят беременность, рождаются дети очень робкие. Почему? Потому что они во время беременности испытывали высокий уровень кортизола. И вот этот высокий уровень кортизола, он сформировал их надпочечники. И, соответственно, вот уже в своей жизни там внеутробной, когда они уже родились, они уже растут, они обычно довольно робкие, потому что им страшноватисто. Их научила мама внутриутробно, научила, что жизнь, она такая вот опасненькая. И как можно здорового, полноценного человека взрастить внутри себя, понимая, что ты его отдашь,
родишь и отдашь, я не знаю. Может, кто-то, ну, в общем, для меня это скорее нет, чем да. Вот, но опять же, кто я такая, чтобы кого-то судить и осуждать? По поводу религиозной позиции, это опять же не к акушерке вопрос, это больше вопрос, наверное, к представителям духовенства. Я отношусь себя к христианской конфессии и знаю, что, да, действительно, ЭКО, ну, не богоугодным делом считается, но при этом точно совершенно знаю, что священники, отказывающиеся крестить, выказывают свою личную человеческую позицию, но не позицию Русской Православной Церкви, да, ну я как бы к русской себя отношу. Поэтому, скажем так, что тут осуждается? Ну, вроде бы как против Божьей воли пошли, да, вот против Божьей воли пошли, Бог не давал ребенка, а вы пошли там через технологии. Но я совершенно точно знаю, что не будь на то Божьей воли, он и через ЭКО не придет, этот ребенок. Есть масса женщин, у которых была куча этих протоколов, масса попыток, и они так и не смогли, ну, как бы не прижился, либо случился выкидыш, поэтому Бога не исключишь из уравнения вообще никак. Кого угодно можно исключить, но Божью волю здесь исключить Ну, невозможно. возможно, даже сама процедура ЭКО, то, что ее изобрели, это уже и есть Божья воля. Возможно, да, ну, Поэтому а- стоит, наверное, об этом тоже задуматься. опять же, есть позиция Русской Православной Церкви, которая, скажем так, дает направление, как мыслить, да, там православному человеку. И есть наша способность к свободному выбору, да, Господь никого не принуждает, ну, вроде бы как дает направление, но не принуждает. Поэтому я к ЭКО отношусь в настоящий момент спокойно, и я не являюсь ни батюшкой, ни священником для того, чтобы кому-то там грехи отпускать. Это не Смотри, моя еще такая задача. есть история сейчас научная, да, что можно делать селекцию пола. Мгм. А, Ты как-то владеешь этой информацией? Потому что, за границей в некоторых странах можно выбрать, Пол пол ребенка. ребенка, то Мгм. есть мальчика или девочку. Какой вообще, у нас сейчас, ну, как бы, Мгм. существует ли такое? Возможно, тоже у нас такое бывает, что за деньги, да? Вот, Мгм. вообще, кто у тебя чаще рождается? Мальчики, девочки? Кого Мгм. хотят больше? И еще как часто случаются ошибки В определении в пола? определении пола, потому что Мгм. это мой личный опыт, да, то есть мы там до 6 месяцев ждали Парня мальчика, родили Тимофея, а дочь. оказалось, Таисия у нас родилась. Вот, Мгм. поэтому как вообще Мгм. это Мгм. происходит? И Мгм. много ли сейчас тех, кто вообще не хочет узнавать пол? То Мгм. есть те, кто Мгм. хотят вот сюрприз. Сюрприз. Да. Ага. Ну, по поводу селекции выбора пола, во-первых, есть медицинские показания, потому что есть ряд генетических патологий, которые сопряжены непосредственно там с X или с Y хромосомой. И если вот этот выбор стоит именно с тем, чтобы не передать ребенку вот этот генетический дефект, ну, раз уж вошли в историю с тем, что мы искусственным образом там оплодотворяем, подсаживаем. Ну, наверное, давайте уж тогда и выберем. Опять же, тут я не вижу проблемы. Раз уж пошли по этому пути, то, наверное, лучше так. А с точки зрения выбора «хочу мальчика, хочу девочку», вот я особо не встречалась с этим. Обычно для родителей важно здорового ребенка, да, вот мы хотим здорового ребенка. Вот, а так э, поровну рождается мальчиков и девочек. Бывает больше немножко в месяц мальчиков, в месяц девочек, но в целом поровну. И встречаются, ну, наверное, 3-4 человека в год встречаются, которые не выясняли пол ребенка. Мгм. Вот. Я, кстати говоря, тоже своих дочери у меня были киндер-сюрпризами. Я пол не знала. Мне очень нравится идея родить и посмотреть. Вот мне это очень отзывается. Вот. И также, когда я встречаюсь на приеме с женщиной, которая не знает пол ребенка, мы с ней прям так друг друга сразу контакт возникает, потому что да, вот родить и посмотреть, да, ты меня понимаешь. В этом есть какой-то интересный такой элемент сюрприза. Мгм. Послеродовая депрессия. Мгм. Насколько это зависит от личности человека? Насколько этому подвержен вообще каждая женщина или не каждая? То есть от чего вообще это зависит? Как часто в твоей практике это было?
И как с этим вообще жить, работать. Про себя могу сказать, что я не знаю, что это было, там, психоз или не, но это точно была не послеродовая депрессия. Мгм. Когда я, родила ребенка, то есть вот мне его только отдали, я не захотела ее видеть. Мгм. Я попросила, чтобы ее забрали. Вот, и только на следующий день, я не знаю, что там, какие гормоны, как это связано, потому что пока я рожала, я слышала, как рожают за стенкой, я рыдала от умиления. Я просто там, не знаю, я мечтала наконец-то там, чтобы у меня родился ребенок. Я увидела его, и как только я ее увидела, а, я вообще вот у меня, я поняла, что я ничего не чувствую, вообще Мгм. ничего. То есть Мгм. я попросила, они на меня смотрели, весь персонал такими глазами, чтобы ее забрали, внесли, и ночевать я с ней не буду. То есть на утро только я осознала, что я вот что-то там во мне начинает просыпаться, и я ну вот что-то мне уже нужно Мгм. как-то приобщиться к своему новому состоянию. Вот, что это было, я не знаю. Но как вообще обстоят с этим дела? Слава богу, потом уже было все в Мгм. порядке. Но вот этот момент, он меня очень удивил, потому что мне это не свойственно. И я, как бы была уверена, что вот во мне там вообще вспыхнут прям сразу все чувства. Любовь, Да. да, любовь. Ага, ну, во-первых, надо строго все-таки отделить, потому что послеродовая депрессия это все-таки депрессия, а депрессия это диагноз. То есть диагноз послеродовая депрессия должен быть поставлен специалистом. Не каждая тоска, не каждая хандра, не каждое плохое самочувствие или усталость является депрессией, да, но при этом послеродовая депрессия это прям тяжелый кейс. И, в нашей культуре, ну, сейчас как бы все таки меняется. Я прям вижу сильно, как меняются родители, вот те, которые сейчас рожают, и как они взаимодействуют друг с другом, и в последующем, вот первый год жизни ребенка, даже от тех, кто там мое поколение, рожавшие немножко раньше. Вот. И, наверное, у современных родителей, у современных мам больше шансов, что ее послеродовую депрессию не проигнорируют, да, и не скажут ей, что ты с жиру бесишься, и вообще тебе просто заняться нечем, вот ты тут и придумываешь. Потому что в нашей культуре это все-таки было достаточно большое такое обесценивание, что, мол, вы думали, тут еще какие-то депрессии, это вы от безделия. Вот сейчас все-таки сдвигается, слава богу, в здоровую сторону. А, Значит, что я вообще по этому поводу думаю? Это очень мультифакторное такое состояние. То есть, опять же, на мой скромный взгляд, больше послеродовая депрессия свойственна женщинам, которые оказываются в состоянии такой фрустрации после родов, когда ее ожидания сильно расходятся с реальностью по какой-то причине, и при этом она либо продолжает не получать, либо перестает получать поддержку близких, в особенности поддержку партнера. Вообще в руках, супруга, в руках вот мужа очень-очень-очень много для того, чтобы молодая мама, вот новорожденная мама, себя чувствовала лучше, проще, да. И, вот эта задача, которую ставится перед современным мужчиной — вывести женщину эмоционально. Это совершенно новая задача, перед ней мужчины раньше не стояли. То есть для мужчины всегда задача практически ограничивалась тем, чтобы он зарабатывал, да, обеспечивал материально. А дальше это уже как там, ну, как пойдет, да. Мгм. А перед современным отцом задачи ставятся очень высокие. То есть от него ожидается включенность в процесс воспитания ребенка. И, наверное, это хорошо и правильно. И давайте все-таки согласимся, что в настоящий момент мужчины и женщины с точки зрения зарабатывания, там, карьеры, ну, как-то не сильно разнятся, да, то есть если раньше женщина там занималась детьми и домом, а мужчина где-то во внешнем мире старался сохранить вообще жизнь этой своей семье, прокормить их, то сейчас мы немножко в другой реальности живем. Поэтому было бы справедливо, чтобы мужчина действительно включался. К тому же от включенности в воспитание ребенка и в уход за мамой, в
первую вот пока маленький ребенок, там за мамой надо ухаживать больше, чем за ребенком с точки зрения папы, он может от этого очень сильно получить и обогатиться. Да? То есть это тяжело, но это дает такую эмоциональную связь со своей женщиной, которая будет безмерно благодарна, которая будет, ну вот она, вот он мой герой. Мой герой не тот, который пришел с работы и не пропил зарплату. Мой герой, который был со мной рядом, эмоционально был рядом, который я как дура тут ревела белугой, а он не психовал, он не говорил мне замолчи, он не оставлял меня, а он был рядом, да, и он как-то смог Не помочь мне ушел в это. бар с друзьями, Не да? ушел никуда, не сказал, что это ваши женские глупости, все, и вообще ты придумала, и вообще не говори ерунды, этого не может быть у меня, потому что такого не было никогда. У меня-то ребенок родился, я ж не психую, что ж ты так тогда психуешь? Ну, как бы немножко примитивно, но примерно так. Поэтому, конечно, от включенности отца в процесс воспитания ребенка очень многое зависит. Вот как он. Какие-то признаки вот есть, что это не просто усталость, что ты вот устал, там стресса ты какой-то Мгм, получил, а это именно вот уже пора к специалисту. То есть вот есть мгм. какие-то такие Ну, моменты? я обычно рекомендую, во-первых, ну вот когда разговариваю с новорожденным папой, да, я говорю, имей в виду, у нее сейчас будет несколько дней такое состояние, которое называется baby blues. Оно может случиться. Это состояние такого полной психоэмоциональной нестабильности. То есть женщина может рыдать, она может ощущать прям чувство опустошенности и потери, она может ощущать, как будто бы вот весь мир против нее. Вот и даже ее муж тоже против нее. Это совершенно иррациональное состояние, которое может накрыть родившую женщину за счет того, что у нее очень быстро, практически моментально гормональный статус полностью поменялся. Там такая буря внутри происходит. Эмоции, психика очень сильно завязана с гормональным, вот с тем, что в теле происходит, с гормонами. Вот. Но вот это состояние бэби-блюза, оно все-таки должно длиться, ну, не дольше, там, ну, 7-10 дней. Если это продолжается дальше и не устаканивается, женщина продолжает плакать, она избегает контакта с ребенком, например, она замкнутой становится или наоборот вот как-то, это уже повод к тому, чтобы оказать ей профессиональную психоэмоциональную какую-то поддержку. И на это надо обратить внимание. Это не капризы, это могут быть не капризы, а вот именно начало серьезного такого психологического какого-то расстройства. Неправильно сейчас сказала, опять же, ну, возможно, депрессия, да, то есть тут женщине требуется помощь. Вот, что это формирует? Вот, в принципе, что формирует, да? С одной стороны, как я уже сказала, отсутствие отдыха и поддержки от близких, особенно от мужа. Вот, есть еще момент такой, как ни крути, но мы млекопитающие, да, мы биологические существа, вот особи, да, женского пола, вот, биологически относящиеся к плацентарным, к млекопитающим. И когда мы вступаем в роды, находимся в родах и рожаем, у нас вырабатываются совершенно конкретные гормоны, и происходят совершенно конкретные биохимические преобразования внутри нашего тела. И все эти биохимические преобразования внутри тела, включающие огромный выброс окситоцина в момент, когда ребенок родился. Вот, это все настроено тонким образом для того, чтобы женщина своего ребенка приняла, не просто не бросила, а влюбилась в него безусловной любовью. То есть вот именно такая химия чувств. Я иногда говорю, вот вспомните себя в 7 классе на первой дискотеке, и ты увидела, вот он, да, такой вообще, ну такой, и бабочки в животе полетели. Вот в самом таком оптимальном состоянии биохимическом женщина, родив, чувствует вот этих бабочек. Она влюбляется настолько ярко в своего ребенка. У нее такой подъем внутренний, биохимический. И вот этот подъем, он как раз является сонастройкой с ребенком.
сонастройкой с новой ролью, с ее новыми задачами и профилактирует в том числе вот эту возможную послеродовую депрессию. И что нужно сделать, чтобы это было? Вот почему вообще, зачем я все это начала, да, как говорится? Потому что для того, ну вот для естественного состояния биохимического женщине надо пройти через естественные роды, не нарушенные ничем. Да, нарушить их можно медикаментозно, да, внедрившись в этот процесс. Где-то окситоцин поставили, свой не перестал вырабатываться, где-то эпидуралку поставили. Вот за что я, например, тоже не очень люблю эпидуралку. Ну, помимо того, что она часто второй период родов осложняет, и это не выдумки, да, и не сплетни от повитух, но как бы это известный научный факт, что эпидуральная анестезия, она устраивает потом, когда ребенку надо опускать, определенные сложности. Вот. Но когда мы обезболиваем схватки, у нас перестают вырабатываться эндорфины, потому что они не нужны становятся. Эндорфины вырабатываются в ответ на боль. А эндорфины переводят мозг рожающей женщины в совершенно на совершенно иные вибрации, вот совершенно в другое состояние. Женщина в родах, женщина в трансе. То есть вот в родах женщина в трансе. Ты не слышала, как ты Да, кричишь. действительно, я подтверждаю. То есть ты вообще не понимаешь, что происходит. То есть Н- эта боль, она ты ее вообще во-первых, не помнишь, а во-вторых, ты ее не понимаешь, что это происходит. То есть время как-то там пролетает вообще в других, Изменяется да. время, изменяется восприятие мира, начинает отключаться контроль неокортекса, и это то, что нужно для родов, да, для того, чтобы контроль неокортекса слетел буквально. И мозг как бы на другие вибрации переходит. Вот это трансовое состояние, оно необходимо для того, чтобы как раз родить, выпустить из себя эту жизнь. И это же состояние является частью того самого процесса биохимического, который запускает дальнейшие этапы, да, включение лактации, включение вот этого материнского инстинкта. И когда мы туда внедряемся, мы устраиваем, в общем-то, вот делаем каким-то образом медвежью услугу женщине. Например, если говорить про животный мир, там, где нет социальной надстройки, интеллектуальной надстройки, то всем известно, да, что мать может бросить там своих детенышей, если там если вот они родились, а их там потрогали, да, или как-то, ну вот изменили запах, или есть эксперимент, когда обезболили, по-моему, то ли овечку, то ли какую-то козу, и она родила и ушла, и вообще она даже не поняла, что это ее дети. Вот. Но естественно, что мы не овцы, не козы, не мыши. И мы, рожая, мы понимаем, вот он мой ребенок, вот теперь у меня есть ответственность, и, естественно, мы через голову, через интеллект можем подключить такое материнство и быть такой классной мамой, что никакой овце как бы и не снилось, да. Но при этом мы, опять же, интеллект интеллектом, а биохимия биохимией. И вот это вот естественное рождение — это часть, в общем-то, такой кирпичик, отличный кирпичик, фундамент материнства. И какая-то, видимо, идет все равно связь с этой послеродовой депрессией. Ну, Да. конечно, да, конечно, в том Так, ну числе. давай сейчас я к последнему вопросу уже. Времени у нас осталось немного. Вот немножко расскажи мне, как ты относишься к движению Child Free, к этому осознанному выбору, Мгм. чтобы не становиться родителями. Мгм. И что это вообще? Это инфантильность, эгоизм, страх перед какой-то болью, там, перед родами. Как ты Мгм. себе это объясняешь? И насколько это гендерная история? То есть кто все-таки в этом больше как-то так свое определение в это вносит, да? Мгм. То есть мужчина или женщина. Очень часто бывает, что кто-то один в паре не хочет, а второй Мгм. идет на поводу. Вот, Мгм. поэтому и когда у женщины это происходит, это в силу возраста или все-таки придет время, когда часики затикают, а потом, может быть, уже и остановится, и она Мгм. там о чем-то будет сожалеть. Мгм.
А, расскажи. Классный вопрос. Child free. Я всегда, когда мне молодые такие, молодые девчонки, ну, если Мгм. вдруг говорят: "Я child free", я говорю: "Ты child free?" "Это я child free". Ты, говорю, Да. не знаешь, от чего ты free. Вот это шутка, конечно, да, но, я действительно понимаю, что растить детей, особенно когда их там больше одного, это становится такой достаточно серьезной задачей. И, я всегда очень радостна, когда у меня есть возможность оставить детей в безопасном пространстве и пойти пожить своей взрослой жизнью, которую я очень люблю пожить. Да, вот, жизнь, в которой мне не нужно постоянно, моя психика не должна постоянно быть включенной в процессы детские, особенно когда они были маленькие. Сейчас они, слава богу, уже, подросшие. Вот поэтому, опять же, ноль осуждения я как бы могу понять, но не могу понять, как, не будучи мамой, можно полную меру вообще, в Сделать полную этот меру, выбор. да, сделать Мгм. этот выбор, понять, от чего ты, собственно, отказываешься, от каких бед ты отказываешься, от каких радостей ты одновременно отказываешься. Вот, тут мне не очень Ну, понятно. или Ну, которых уже становится достаточно. Вот. Меня именно интересует вопрос, когда вот вообще. То есть не вообще, да. когда ты уже там пятерых Мне родила, решил хватит, да. и решил, что да, все хватит. Вот. А когда ты, вообще даже не хочешь, Мгм. испытать этот опыт. Испытать опыт. Я думаю, что это такой процесс, опять же, закономерный по этапу развития нашей цивилизации. Сначала, ну вот, знаешь, как сексуальная революция началась с изобретения оральных контрацептивов, когда женщина смогла, принимать решения по поводу, своей репродуктивной жизни. С помощью вот этих, контрацептивов регулировать, родит она, ну, будет у нее зачатие, родит, не родит. Вот. И, наверное, вот сейчас это дальше, движение такое женское, да, оно же идет дальше. Женщина, не хочет больше себя видеть в одной только роли, вот в роли матери. По сути, роль матери и жены, она на протяжении всей истории человечества была чуть ли не единственная для женщины. Сейчас мы понимаем, что это вообще, только одна грань огромной жизни, которую можно и так, и вот так, и по-другому. И, конечно, опять же, как ни крути, женщина обычно в материнство, в родительство погружена сильнее, чем мужчина. Ну, как-то так, наверное, потому что нам положено. Я не знаю почему. И если мужчина может, свое родительство совмещать с другими жизненными проявлениями, да, наукой, там, карьерой, еще с чем-то, то женщине это всегда затруднительно. И женщине, наверное, страшновато бывает потерять свои возможности. Вот. Но опять же, она не знает, от чего она отказывается, скорее всего. Вот. Ну, то есть это такая историческая, просто исторический путь женщины вот просто через цивилизацию. Наверное, это часть жизни. Кто мы такие, да, чтобы его остановить? Никто. Вот. А есть еще другой момент. Наверное, современные, женщины, вообще современные люди, они более осознанно, в принципе, подходят к своим решениям. То есть, если поколение там наших матерей, они руководствовались, тем, что вот так положено, ну, положено выйти замуж, родить ребенка, да, там что-то такое положили, и вот ей положено, и вот она, на это работает, то, современные молодые люди, молодые, может быть, и ну, более зрелые люди, они относятся более осознанно вообще к происходящему. Поэтому, не принимают решения, например, выйти замуж просто потому, что он такой высокий, такой красивый, у него такая борода, да, то есть они И такие начинают. дети будут Такие дети красивые, да. красивые будут, да. То есть они начинают там думать, а какой это партнер, а насколько он меня устраивает там психоэмоционально, а если о чем с ним поговорить, а какой он там, я не знаю, насколько он надежен, вот какие-то такие мысли. И часто не находят такого партнера. Ну, не находят. Вот женщина не встречает такого мужчину, с которым ей было бы не страшно, которому она могла бы доверять настолько, чтобы оказаться в уязвимом положении. Потому что, в материнстве, особенно в раннем материнстве, женщина всегда попадает в уязвимое положение. Ну, то есть это все равно, вот как я почему-то так думаю, что это такой имеет отношение к такой гендерной какой-то истории, да, что, все равно женщина делает выбор именно, из-за доверия, к мужчине. Мужчине, То есть конечно. как бы, ну вот
когда есть все таки тот мужчина, который и хочет, от тебя, ребенка, и как бы тебя поддерживает в этом, да, то есть все равно какой-то тебе же, конечно, легко на это, так сказать, и согласиться, и вообще войти в Мгм. эту историю. Вот, а есть же такие мужчины, которые не знаю, у них там есть уже дети или, вообще не хотят там с этим связываться. То Или есть да, считают, что это твое дело. да, Материнство — это вообще твое дело. Вот, наверное, скорее всего, не хочется оказаться в родительстве, а родительство — это не год, не 2, да, это но многие-многие это какая-то должна годы. быть очень большая сила в женщине такая и какое-то, и мужское начало, чтобы вообще войти в Мгм. эту историю. Ну, Вот. то есть, видимо, там причин тому Да очень много, масса. да. А есть еще интересные глобальные причины. То есть люди смотрят, мол, что происходит в этом мире, что вот тебе там экологическая катастрофа над нами нависает, политическая ситуация нестабильная, да все плохо, как я в этот мир приведу детей? Как бы вообще, насколько эгоистично привести детей в Да, этот такую мир? позицию тоже я прям встречала у Да, многих. но мне всегда хочется спросить, а на каком этапе истории человечества не было такой ситуации, чтобы было, ну, как бы вообще полные райские Сто сады? процентов. Не Учитывая, что было. сейчас вообще у нас, максимально тут уже все и технологично, и условий намного больше. Поэтому, наверное, мы бы уже вымерли, если бы наши предки были бы хотя бы чуточку child-free, нежели вот сейчас Чем сейчас. сегодняшнее поколение. Вот, Вот. ну, в любом случае, скорее всего, сейчас рождаемость несколько снижается, но мы же еще сейчас подошли к тому этапу, когда рожать начинают люди, вернее, не начинают, но хотя начинают, в больших городах начинают 90 годов рождения, а людей 90 годов рождения мало. Поэтому, Слушай, еще такой у соответственно, меня вопрос, вот прям тоже хотела задать. По возрастному какому-то цензу, какой возраст сейчас больше всего рожает? Потому что в моей юности, когда мне было там 14 лет, у меня родила подружка в 14 мгм. лет. И это тогда не казалось чем-то там, ну, из ряда вон выходящим. Это было часто. Сейчас я такого даже не могу представить. Там моей дочери 16, и это, ну, как бы там даже мыслей таких нет. Вот кто сейчас рожает? Мгм. Молодые, уже там Мгм. зрелые? Как Мгм. сейчас это происходит? Ну, я уже говорила, что сместился вектор в сторону более зрелого возраста. Но опять же, у меня, наверное, не очень репрезентабельная выборка, потому что к нам приходят женщины, которые обычно экономически состоятельные настолько, чтобы иметь возможность вот, за деньги, да, по контракту рожать. Но любопытно, что, я так смотрю иногда, вот просто, там, где УМС, родовое отделение, так пробежишься глазами по журналу, там обычно возраст 29-31, хотя имена, явно азиатские, а там женщины, ну вот, таджички, Они вообще кыргызки. рано рожают, да? Обычно Да. рано. Но, видимо, То и есть они тоже увеличился. стали Мгм. рожать, видимо, в более старшем возрасте. Уж я не знаю, не могу судить, все таки это культура. Восток — дело тонкое. Вот, но женщины, русские, да, особенно женщины больших городов, они склонны рожать, после 30, я бы даже сказала 35-40, вот в этом промежутке, первых детей. Видимо, тут, включается экономическая какая-то составляющая. То есть женщина не хочет рожать ребенка в родительскую квартиру. Вот как, я не знаю, как в вашей семье, но мы вот, моему папе на голову там наша семья поселилась, и мы с ним долго жили, пока не смогли купить, позволить себе собственную квартиру. Уже на тот момент мы третьего ребенка ждали. Вот. Современные, родители предпочитают вот все таки получить независимость такую, жилье отдельное, там какой-то стабильный доход и так далее. Насколько это мудро? Ну, с одной стороны, мудро, а с другой стороны, не обманешь биологию. Потому что я повторюсь, я как акушерка совершенно точно скажу, что женщине 20 лет родить легче, чем женщине в 40 лет. И с этим ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Ладно, давай заканчивать наш разговор. Было очень интересно. Время вообще пролетело незаметно. Я половину, наверное, вопросов тебе даже не смогла задать. Но напишите в комментариях, если что-то еще интересно. Возможно, мы через какое-то время запишем еще С выпуск. удовольствием. А, и
Где тебя можно найти? В каких-то соцсетях? Я знаю, ты есть, запрещенной сети. Мгм. Где-то еще, может быть, можно там посмотреть, тебя как личность, как блогера, как, Мгм. Ну, с навер профессиональной точки зрения. Мгм. Я настолько все таки для меня вот это ведение соцсети регулярно, да, Но у тебя это хорошо получается. каторга. Ну да, действительно, сейчас, самое такое вот у меня нельзяграм, да. Да. А, Ты даже, наверно, ссылку, да, можешь Да, я все оставить, добавлю, да. добавить. Вот, я подумываю по поводу того, чтобы в "Телеграме" что-то развивать, но мне не очень понятно тоже, как это все делается, поэтому все таки сейчас у меня "Инстаграм". Вот, и, наверное, я всегда рекомендую, я думаю, что хуже не будет, не сочтите за рекламу. У меня довольно много лекций, актуальных для беременных, в рамках проекта "Оланд". На "Ютубе" они есть. "Оланд" — это магазин, который типа "Мазакеа" О да, для я там мам. раньше много чего покупала. Вот, да. Это не реклама. Не Надеюсь, что когда-нибудь будет. Но, у ребят совершенно классный есть проект. Он закрывался на некоторое время, сейчас снова, мы ждем, открылся, снова будем, к ним приходить. Открытая площадка, школа мам, и они разных спикеров приглашают. И вот и я, и мои коллеги, мы выступаем там много, и, наверное, я очень вкладываюсь, эмоционально и там знаниями, потому что хочется поделиться. И это все в открытом доступе. "Ютуб" и "ВКонтакте" у них тоже есть переписанные лекции. Вот поэтому, наверное, это то, где можно меня услышать и услышать мою профессиональную позицию по этим Спасибо, вопросам. Серафима, что пришла. Было очень, Спасибо очень тебе. интересно. И, подписывайтесь на канал Элементалика. Мы разбираем абсолютно разные темы. Я приглашаю вам интересных гостей, с которыми мне самой очень интересно общаться и, конечно же, познакомить с ними вас. Мгм. Спасибо.